1983 году компания Kawasaki выпустила свою первую кроссовую модель для открытого класса – Kawasaki KX500. Но, как говорится, первый блин получился комом. Мотоцикл не добился успеха в соревнованиях из-за неудачного двигателя, который имел объем 499 кубических сантиметров и был воздушного охлаждения. Он выдавал 65 лошадиных сил максимальной мощности. Японцы промахнулись с камерой сгорания, и впоследствии им пришлось снизить степень сжатия, что убило любое преимущество в производительности на треке. Однако этот мотоцикл запомнился не двигателем, а своей отличной подвеской, которая состояла из передней 43-мм пневматической вилки с регулируемым демпфированием сжатия, а сзади устанавливалась новейшая подвеска Unitrack, которая впоследствии постоянно улучшалась. Проведя работу над ошибками, в 1985 году Kawasaki выпускает действительно конкурентоспособный мотоцикл, который получил новейший двигатель с жидкостным охлаждением, разработанный полностью с нуля. Его мощность хоть и снизилась до 63 лошадиных сил, но он ни в какое сравнение не шел с предыдущей моделью. А когда в 1986 году инженеры Kawasaki первыми в классе добавили свой фирменный мощностной клапан K-IPS, который улучшил производительность, то их мотоцикл сразу принес первую победу в соревнованиях. Помимо нового двигателя, мотоцикл получил и новую раму, а знаменитая задняя подвеска Unitrack получила небольшую модернизацию. Kawasaki KX500 стал одним из лучших в классе. В 1987 году началась битва между Kawasaki и Honda за доминирование в открытом классе. Два других японских производителя отошли в сторону. Suzuki в этом классе мотоциклы уже давно не производил. В свою очередь Yamaha YZ490 с воздушным охлаждением считалась совсем устаревшей. А вот Kawasaki в этом году выпустила свою третью модификацию KX500, получившую обозначение KX500C. Этот мотоцикл был самым мощным из серии KX500. Благодаря более высокой степени сжатия и более легкому поршню двигатель выдавал 66 лошадиных сил. Будущие модели снизят степень сжатия и добавят второе компрессионное кольцо с целью повышения надежности. В то время как KX500 будет продолжать получать незначительные обновления, именно с выпуском Kawasaki KX500D 1988 года покупатели увидят последний крупный рестайлинг мотоцикла. KX500 получает новый внешний вид, более прочную новую стальную раму, которая имеет алюминиевую заднюю секцию. Появляется новая 43-мм передняя вилка Kayaba и модернизируется задняя подвеска с нижним звеном Unitrack, который теперь с регулируемым предварительным натягом и 16-полосным демпфированием сжатия и отскока. За питание теперь отвечает новый 39-мм карбюратор Mikuni, который повысил реакцию на ручку газа. Помимо этого, KX500 получил увеличенный аэробокс, новое сцепление, обеспечивающее более плавное и надежное переключение, а также новый выхлоп. Мотоцикл был признан лучшим в классе.
90-м году заметным изменением было появление передней 41-мм перевернутой вилки, а модель получила индекс KX500E. Что касается побед этой модели в мотокроссе, то в открытом классе было выиграно 40 этапов и 6 титулов в национальном чемпионате США. Но, к сожалению, за всю историю выступлений Kawasaki на чемпионатах мира в классе 500 кубиков так никто из гонщиков и не смог выиграть титул. Модель Kawasaki KX500 выпускалась до 2004 года, после чего была окончательно снята с производства, уступив место четырехтактной версии Kawasaki KX450R. Уход с рынка 500-кубовых двухтактных кроссовых моделей был обусловлен закрытием соответствующего открытого класса в мотокроссе и, естественно, последующим снижением спроса на модели.